Короче, идем завтракать сегодня, потому что пара начинается в час. Время есть, вкусно и красиво поесть. Только проблема в том, что на самом деле в кафешках все невкусное, кроме сладостей. Это я не шучу, ну правда. Я еще заранее, проезжаем быстрее. Заранее наметила себе сходить в кофейню, в книжный магазин. Он такой, короче, милый. Это у нас такая кафешечка в книжном магазине. Книжный магазин. Там есть всякие колонны. Короче, он такой немножечко модерн. Я бы даже сказала, да. Есть что-то от него модерновое такое. Да, он красивый, мне нравится. В общем, сейчас я уже выпила свой, так сказать, утренний кофе. Жду пар. Что я хотела сказать? На самом деле, немножко расскажу, что образование чем отличается в Москве и здесь. В Москве, в принципе, по крайней мере в МАРХИ, тебя просто заваливают, огромным количеством домашних заданий. То есть писать домашнее задание, не объясняют, в принципе, как его делать, или объясняют как-то непонятно, и ты допирай сам. И очень много ненужного. То есть им кажется, что архитектор, наверное, им нужно это, еще вот это. И как будто бы никто точно не знает, что нужно архитектору, и они просто, все пихают вообще в образование. Вот, а здесь, они такие, так, у нас есть программа, после этой программы логично будет изучить это. И то есть тут все предметы, они связаны друг с другом, и они ведут одну линию все вместе, где тебя учат. Да, возможно, это не так широко, как в России, но в России все предметы не связаны между собой, и ты сам потом когда-нибудь допрешь, что зачем тебе все это было нужно. А тут сразу все связано. То есть, к примеру, вот у нас конструкция. И называется технология. Технология — это, по сути, предмет, где у тебя все вместе. То есть у тебя это конструкция, у тебя это физика, у тебя это еще технология. Все в одном предмете. И вот мы изучаем, к примеру, высотные здания. И после того, как мы изучили высотные здания, где мы посмотрели все физические примеры сразу же, мы пытаемся построить конструкцию высотных зданий, что логично. Что происходит в МАРХИ? Вот здесь у нас есть физика отдельно от конструкции, здесь у нас есть конструкции отдельно от всего. И то есть все не связано. Я не знаю, как правильно. That's good. Я же говорила, что здесь смотрите, какой вход красивый. Кайфец вообще полнейший. Уф, красота. Мое красивое здание. Сейчас зайдем, будем греться, потому что что-то я не рассчитала, очень холодно. Так, сейчас мы идем обратно к себе в accommodation, чтобы поесть. Эй. В общем, сейчас мы изучаем атмосферу, и я в своем проекте пыталась передать атмосферу неудобности, некомфортности. Что, у меня куб,
с одной стороны в кубе, короче, сетка. Ей некомфортно, потому что эта сетка не может выбраться. Но одновременно она через дырки видит свободу, и, то есть она ощущает свою заключенность еще сильнее. С другой же стороны есть свободная часть сверху, как крыша, но там есть дыра вниз. И то есть люди, которые на свободе, они все равно понимают, что они стоят на чьей-то несвободе, и им тоже некомфортно. Поэтому некомфортная атмосфера. Вот, и мне нужно как-то продолжить дальше, и я сейчас думаю, что я буду делать. Я забрала с собой вот эту штучку. Сейчас я пытаюсь сфотографировать все, что у меня там внутри получается. На этот Biggest Flex. Слушаем новый альбом Оксимирона. Правда, поздновато уже, но как есть. Я тут оформила себе стеночку. В общем, сидим, кайфуем. Короче, нам всем раздавали вот такой стартер-пак. 2 набора, я тут уже пишу, всяких скетчбуков. Потом бумага, если вдруг что-то хочешь записать, карандашики, даже рулеточка есть. Еще тут были обычный карандаш, и еще были ручки классные, кстати. И все реально хорошее, то есть это прям респектос.